Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня пришло время для очередной серии нашего мега популярного сериала. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Использовать будем колоду Светлого Провидца. И вам необходимо, как всегда, сконцентрировать ваше внимание на вашем мужчине. Представьте, пожалуйста, его, хорошенько визуализируйте, назовите его имя. Благодарю вас за ваши донаты, низкий поклон каждому, кто присылает мне подарки. Благодарю вас за ваши лайки, за комментарии, за подписки на мои каналы, за любой способ поддержки моей работы. Очень нежно вас всех люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Ой, выскочило прям много сразу карт. Колода хочет работать. Колода Светлого Провидца. Как всегда, дно колоды смотрим. Умеренность. Мужчина сейчас нуждается в обретении покоя, эмоционального баланса, гармонии. Это прям для него сейчас основное. Возможно, жизнь заставила поволноваться. Что-то такое происходит, что его тревожит. И, соответственно, вопрос обретения гармонии, не зря я сказала, эмоционального баланса сейчас для него на первом месте. Вот этот вопрос. Так, давайте смотреть теперь сам мужчина. Еще какие энергии нам продемонстрирует. Ух ты, смотрите-ка, туз пентаклей. И мужчине предоставилась возможность заработать, срубить, так сказать, хороший куш. Или же просто прибыль. Смотрите, в каких энергиях вышел наш мужчина. Что-то новенькое. Или какой-то путь открылся для него новый для заработка денег. Или же ему деньги пришли или придут в ближайшее время из, возможно, даже неожиданного нового направления, нового некого места. Из новой как будто дороги, новые пути открываются по финансам. Из нового какого-то места, из нового источника дохода. Это вы знаете, да, что расклад наш отыгрывается вчера, сегодня, завтра. Соответственно, еще какие-то дополнительные промежутки времени до и после. Поэтому это событие могло уже произойти, может происходить прямо сейчас, вот в этот день, или может произойти в ближайшее время. Здесь денежные поступления, как подарок ему прям с небес, действительно могут у этого мужчины быть. И это причем могут быть деньги, а может быть нечто материальное, может быть, я не знаю, его поощрят за что-то, да, или подарок он получит, или еще что-то. Но в любом случае это в материальном эквиваленте исчисляется то, что этот мужчина получит. Еще у многих из ваших мужчин может быть день рождения, аркан дурак. Вот он, я родился на свет Божий, соответственно, он может получить подарки, поздравления, несколько дней назад, несколько дней вперед. Вот здесь вот у мужчины может быть еще так. Что уходит из его жизни и что, наоборот, вступает в свои права. Что происходит в его жизни прямо сейчас. Ну, смотрите, что. Угу. А здесь мужчина очень важные уроки проходит касаемо чувств, отношений. У мужчины есть отношения любовного порядка, любовные отношения, которые в прошлом были настолько горячими, настолько много энергии забирали его, но также и у его партнерши, у той девушки, женщины, с которой он находится в отношениях, что ему вообще, этому мужчине уже хочется как-то остепениться, и чтобы все более или менее утряслось, спокойнее стало. Здесь аркан у нас дьявол переходит в иерофанта. То есть было очень много страсти, было очень много... Ну, по аркану, конечно, 15-му здесь все что угодно может быть. И неприятные вещи в отношениях могли быть, всякие разные. В общем, очень много разных горячих энергий было, которые его как раз энергетически-то и разряжали. Сейчас, что приходит на смену, такое впечатление, как будто эта энергетика по аркану дьявол, она начинает утихомириваться, успокаиваться и перерастать во что-то более глубокое, ясное, красивое, светлое. Можно так сказать, что если, допустим, у него были отношения, которые начинались со страсти, потом переросли в реальные проблемы большие, а потом случилось нечто, некий такой поворот произошел в его жизни и в отношениях с этой женщиной, что, может быть, расстался с ней,
ней, или же осознал, что она его единственная, неповторимая, или еще что-то. Любое событие могло произойти, которое его вырвало, вытащило из этого аркана дьявол и переводит сейчас, или перевело это событие, обстоятельства эти, в аркан двойка кубков. То есть он начинает по-настоящему ценить ту женщину, с которой он в отношениях, и у него, наконец, эти вот нехорошие всякие энергии по 15-му аркану и нехорошие мысли, нехорошие с точки зрения общественной морали, они уходят в прошлое, а на смену приходит нечто чистое, прекрасное. Здесь как будто мужчина пробуждается и начинает осознавать, что такое вообще истинная настоящая любовь и что такое чистая, преданная любовь. Способен он на нее или нет, это, конечно, очень большой вопрос. Но вот осознание, что не надо находиться в энергиях страсти, потому что они разрушают больше людей обоих, а хочется покоя, любви, гармонии. Вот сейчас это понимание к мужчине потихоньку приходит. Будем надеяться, что так действительно и случится в ближайшее время. С ним произойдет серьезная трансформация. Практически ароморфоз. Думает ли о вас этот мужчина сейчас? Конечно. Думает с нежностью. Кстати, хочет от вас получить известие или сам хочет вам позвонить, написать. Хочет сказать, что любит, хочет признаться в своих эмоциях. Хочет, чтобы вы то же самое сказали ему и проявились в его сторону так. Мысли, конечно, о вас есть. Еще какие мысли? У нас обычно бывает ложечка дегтя к бочке меда, а то и целый ковш дегтя, да? Ну да, действительно, и тяжелые мысли здесь есть. Смотрите, как здесь девушка идет со своими пожитками, на буйволе лежат ее вещи, в руках вещи, она тащит груз большой, еще и буйвол несет огромный груз. Он считает, что много проблем накопилось у вас, конечно, в отношениях, но вы все равно готовы это терпеть и, возможно, нести дальше этот груз, потому что это же все равно все ваше, ваш опыт, какой бы он ни был, сложный или, наоборот, светлый, позитивный, хороший. Какие эмоции сейчас испытывает мужчина в отношении вас? Есть ли вообще эмоции здесь? А здесь мужчина у нас непостоянный. Да, к сожалению, но это так, непостоянный, потому что сегодня он может проявлять к вам светлые прекрасные энергии, любовь, нежность, заботу, страсть, а завтра может и боль причинить, и весьма-весьма конкретную, серьезную. И сам мужчина легко обижается, легко впадает в... такие сложные достаточно энергии, в апатию может впадать, демонстрировать вам свою обиду, уходить в себя. Нам, в принципе, показывают неустойчивого мужчину по поведению и по эмоциональному состоянию вообще. Так что здесь идут сейчас не его эмоции к вам прямо сейчас, а в принципе, что мужчина очень себя может вести по-разному. Я не зря вчера говорила в раскладе, что, возможно, у мужчины биполярочка, ну, знаете, вполне возможно, и здесь у мужчины, у вашего показывают нечто такое, потому что именно при биполярном расстройстве личности человек может пылать от счастья, восторга и быть воодушевленным, а завтра он совершенно другой, весь скисший, поникший и ушедший в себя. Но вот здесь что-то в этом плане, девочки. Здесь показали его как раз неустойчивое эмоциональное состояние. Не зря у нас на дне колоды вышел аркан умеренность. Это о том, что ему как раз просто необходимо искать в себе то самое равновесие эмоциональное. Что его волнует сейчас? Что волнует этого мужчину? Тауэр, смотрите-ка. Башня. Что-то рухнуло, что-то резко изменилось в его жизни или может измениться в ближайшее время. И он прекрасно понимает, что здесь эти резкие перемены или уже произошли, и он это переживает. Кстати, вполне возможно расставание с вами, к примеру, или еще что-то. Здесь, естественно, может быть миллион разных ситуаций по аркану башни, но что-то резкое, что-то очень такое, что, возможно, он и не хотел этого, да, но принять это нужно, потому что по 16-му аркану всегда происходит то, что должно произойти, должно было произойти. Возможно, как гром среди ясного неба, но это случилось. Возможно, иллюзии его еще разрушились, так тоже может быть. Вот это его волнует. Кстати, если мужчина меняет место жительства сейчас или хочет купить, сделать какую-то крупную покупку, конкретную, прям вплоть до недвижимости или, ну, вот что-то очень крупное, то это тоже может его волновать. Что этот мужчина скрывает от вас? Очень много страхов.
Он многого боится, он очень не уверен в себе. Он может плохо спать, он волнуется, постоянно некое такое у него внутреннее напряжение у этого мужчины. Это он от вас скрывает. Он не хочет вам показаться слабым, конечно же, поэтому он эти вещи от вас скрывает. Что еще, кстати, может быть потеря энергии. Он чувствует себя уставшим и опустошенным. Может плохо чувствовать себя на физическом уровне, то есть самочувствие нехорошее. Но в первую очередь это связано именно с эмоциональной сферой. Там проблемы в эмоциональной сфере есть. Что хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Ты мое солнце, ты мое счастье, ты свет моей жизни, ты моя красавица, ты моя любовь. Вот это он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Почему молчишь, дорогой? Почему? Почему ты постоянно молчишь о таких хороших вещах? Луна и солнце рядом. Ему проще уйти в себя, а ему проще вообще закрыть рот на замок и никакие свои светлые позитивные эмоции не высказывать, не описывать вам их и не демонстрировать. Как-то не очень хорошее сейчас состояние у мужчины. И вчера такой расклад был достаточно сложный, и сегодня как продолжение вчерашнего расклада идет. Так, ну что, как у него атмосфера дома? Если вы живете в разных домах, как он себя сейчас чувствует, там что там у него? Ну вот он в расстроенных чувствах. Сейчас мужчина в очень сложном эмоциональном состоянии. Не зря аркан 14 на дне колоды. Что-то происходит сейчас с его эмоциональной сферой. Он может быть обижен, опечален, расстроен, разочарован. Здесь вот такие эмоции идут. Может выпивать. Если он у вас выпивает, если есть склонность выпивать, то он может выпивать, чтобы заглушить тоску, печаль. Но если вы расстались, допустим, он это переживает, тут у многих так может быть, то, конечно, понятно, но не стоит так уж прям пригубляться, во-первых, если он у вас склонен к этому, а во-вторых, вообще в уныние в такое впадать, конечно, нельзя. Нужно из этого выбираться, но что поделаешь, вот сейчас такие энергии нам показывают. Так, а говорит ли этот мужчина о вас с кем-то? Говорит ли? Да, может говорить. И это может быть кто-то помоложе его. Или же коллега, или друг, подруга. Не знаю, не могу сказать мужчина-женщина, потому что Паш может быть и мужчиной, и женщиной. Может говорить. Если у вас есть с ним общие дети, он может с детьми с вашими говорить о вас. Или вообще с детьми вашими, к примеру, если у вас свои дети есть. Или со своими. Или... Ну вот с кем-то моложе себя. Тут не обязательно, конечно, дети. Кто-то помоложе, чем он. Может, его младший брат или сестра. Ну вот что-то в этом плане. Что говорит? Что говорит? Какие это слова? Хорошие слова. Хорошие слова. Как ему с вами было хорошо, и как он к вам относится хорошо. Если дети, то значит он говорит, ну, только самые лучшие слова, что мама у вас лучшая, допустим, да. А если это подруга, друг, коллега, то значит рассказывает о том, как ему было с вами хорошо, какие моменты классные в ваших отношениях было, как будто вспоминает прошлое. Здесь идет некая такая вот связь с прошлым. Он как будто что-то из прошлого, некие такие моментики вытаскивает. Смотрите, здесь ребеночек и щенок, да, щенок растет. И вот он вырос во взрослого дядю, и большой взрослый пес рядом сидит. То есть то, что было в прошлом, как ваши отношения, возможно, начинались, к чему вы пришли в итоге. Ну, вот такие вот вещи. Наблюдает ли за вами, интересует ли его ваша жизнь? Да, интересует. Конечно, интересует. Наблюдает, я не могу сказать, что он прям в открытую следит, но если у него есть возможность получить о вас какую-то информацию, он ее, конечно, получит. Его, безусловно, интересует ваша жизнь. А еще знаете, здесь есть что, какой момент? Он считает, что в чем-то вы были неправы, и он хочет, чтобы вы это осознали, или же судьба вас не то чтобы наказала, нет, а чтобы преподнесла вам некий урок, и чтобы вы поняли, осознали, в чем вы были неправы. У него такое здесь есть желание у этого мужчины. Ну хорошо, теперь давайте спросим в эти дни, вчера, сегодня, завтра, когда он просыпался или будет просыпаться утром. Первая мысль о вас или о чем-то другом? Первая мысль о работе у него, когда он просыпается, о его денежном состоянии, положении сейчас. То есть мужчина сейчас, когда и просыпает, а засыпает, когда о вас мысль или нет?
течение дня. Сейчас мужчина больше занят своими делами. Я не могу сказать, что он думает о вас и день и ночь. Думает, конечно, мысли о вас есть, безусловно, мы это увидели, и я вам уже протрактовала, как вышло. Но ему сейчас приходится хитрить, что-то там мудрить, как-то изгаляться, может где-то какие-то под что-то подстраиваться, какие-то пути выхода из сложной ситуации искать. И это касается именно его работы, его материальных дел. Причем, если ваш мужчина совсем нищий, его уж на аркане, как говорится, значит, думает, как из этой ситуации выкрутиться. Если же он человек богатый, с вашей точки зрения, знаете, богатые люди тоже бывают бедными, потому что им приходится содержать и шикарные дома, и яхты, и, ну, и все остальное, насколько вы понимаете. И порой кризис материальный их касается еще ого-го, как сильнее, чем того, у которого уж на аркане. Но здесь вот проблемки есть, он их решает и думает, как бы их похитрее решить, поэтому у него больше мыслей именно сейчас об этом. И когда просыпается, да и когда засыпает, в общем-то, у него мысли все об этом. Не о ней мысли, а вот о своих делах насущных, земных делах. Так, теперь будет у нас блок информации для тех, кто расстался. Хотел бы он с вами сейчас помириться, хотел бы вас вернуть. Он верит в то, что вы вернетесь, он не отпускает вас, нет. Судьба вы его, очень важный человек в его жизни. Нет, он не отпустил вас. И он считает, что все равно судьба вас еще сведет. Предоставится возможность вам встретиться, наладить отношения или как-то вообще, в принципе, наладить контакт. Да, хотел бы. Но он понимает, насколько вы важны для него. Да, здесь есть это понимание. А можно ли действия от него ожидать вообще, от этого мужчины в ближайшее время? Могут быть и действия. Он, в общем-то, тут вполне созревший для того, чтобы первым сделать шаг. На дне колоды у нас еще и вышел рыцарь кубков. Посмотрите, какой красавчик здесь букетом цветов. Да, можно ожидать от него действий. Мужчина может сделать первый шаг. Теперь давайте будем смотреть, ждет ли от вас первого шага этот человек. Вообще он думает, что вы, возможно, даже своим путем пошли, заняты своими делами, своей работой, своими какими-то повседневными обязанностями. Больше вас заботит эта сфера. Вряд ли вам до того, чтобы снизойти до него и сделать первый шаг. Вы вообще здесь, посмотрите, повернуты спиной к нам, от него отвернуты, заняты своими делами. Поэтому здесь нет ответа четкого, категоричного «нет». Он не ждет, что вы сделаете первый шаг, но и нет ответа, что он уверен, что вы его сделаете. Да, конечно, здесь есть надежда, что вы повернетесь к нему лицом и все-таки шаг сделаете, но эта надежда не так уж и велика и глубока. Как себя сейчас лучше вести с этим мужчиной? С точки зрения высших сил, правильная тактика поведения. Но здесь полностью вообще акцент на себя. Прекратить на нем акцентировать свое внимание. Заниматься своими делами. Смотрите, девушка здесь живет свою яркую жизнь. Нет рядом с ней мужчины. Рядом тут ее жеребец, на которого она сейчас скочит и поскачет, куда ей захочется. Любые осваивать новые территории, приключения разные новые в свою жизнь пускать. В общем, живите свою жизнь. Не нужно на нем свое внимание полностью концентрировать. Не нужно делать его центром вселенной для себя. Вы должны быть центром вселенной для себя самой. И, кстати, это правильное очень поведение в отношении его. Ему явно нравятся именно такие женщины. Это цепляет его больше всего. Если вы будете как хвостик за ним везде и плакать, страдать, и ему всячески давать понять, что вы без него жить не можете, вряд ли это его сильно тронет, да и вообще каким-то образом на него повлияет. Так что это лучшая тактика поведения. Если вы сейчас захотите уйти из отношений, его реакция. Какова будет его реакция? Ну, он не захочет вас отпускать. Кстати, у нас практически все расклады предыдущие выходило тоже так, что отпускать вас не хочет. Смотрите, он может вас обнять, приголубить, приласкать, поцеловать, сказать: не уходи, я тебя люблю, я не могу без тебя. Или же какие-то другие действия в отношении вас совершить, которые вам вроде как покажут, что он действительно вас любит. Но тут, знаете, аркан влюбленный, он замечательный, но он может быть с двойным
вверхом дном, потому что не всегда, не все то золото, что блестит, и не все то, что говорит этот мужчина, это действительно является правдой. То есть если он долгое время обесценивал ваши отношения, если он вас обижал, предавал, делал гадости какие-то, то не надо покупаться на эти красивые слова. Если он у вас, к примеру, нарцисс, и он решил вас просто попинговать, да, тут, кстати, тоже может быть так, что мужчина, с которым вы, к примеру, расстались по его инициативе когда-то, да, а теперь вы хотите с ним расстаться по вашей инициативе. Для него это удар ниже пояса, и он не захочет, конечно, чтобы вы сделали первый шаг сами, поэтому он сделает все для того, чтобы вас вернуть обратно, а потом уже будет делать так, как ему нужно. Так что здесь будет, конечно, двояко. Для части аудитории он очень искренне, безусловно, искренне будет вас пытаться вернуть обратно. Для тех девочек, у которых шло сильное обесценивание отношений с его стороны, здесь может быть, конечно, игра определенная, для того, чтобы вас не потерять, как очень богатый ресурс. Если предстоит некая дата, с которой вам необходимо поздравить этого мужчину, вы с ним в расставании. Стоит ли это сделать сейчас? Здесь мужчина, безусловно, будет рад и доволен, если вы его поздравите. Неизвестно, какая будет его реакция. Реакция может быть разной. У кого-то милой, нежной, теплой, доброй, можете даже помириться с ним, восстановить отношения после того, как вы его поздравите, если хотите, конечно, этого. А для кого-то, возможно, так не будет, потому что это будущее и образ будущего. Мы можем видеть только предположительный образ будущего. А как сложится на самом деле, мы не знаем. Предпосылки вот такие. И можно так сказать, если вы действительно этого мужчину любите, и обида ваша не глубокая, или вы его уже простили и хотели бы с ним наладить отношения, то можно сделать такой шаг. Решайте, конечно, сами, но большинство из ваших мужчин, конечно, будут этому рады. Им будет приятно, особенно если вопрос касается его дня рождения. Так, ну что, а если предстоит некая дата у вас, у самой, и вы, допустим, ваш день рождения или какая-то еще дата, с которой вы ожидаете его поздравления. Он вас собирается поздравить? Нет, не собирается. Что-то весь закрылся, забаррикадировался. В планах нет. Он, может быть, об этом, конечно, думает, не может быть, а точно, но пока нет. А есть ли вероятность, что все-таки поздравит? И вероятности здесь мало, что поздравит. Для большинства будет так, что вряд ли. Опять-таки, нельзя на 100% сказать. Конечно, для части из вас он может вас поздравить, но знаете, что если он это сделает, то ему пришлось проделать огромную работу над собой, просто огромнейшую, для того, чтобы переступить через свою гордость, свои комплексы и все-таки этот шаг сделать. То есть он практически герой, если он это сделает. В своих же глазах, я имею в виду. Он герой. Как он считает, вы к нему сейчас относитесь? Какие чувства к нему испытываете? Ну что можно сказать? Какие чувства вы к нему испытываете? Нравится он вам, вызывает вас страсть, вызывает вас желание жить, дает вам много ярких энергий. Он считает, что вы с ним, несмотря ни на какие проблемы, которые могут быть, конечно же, в отношениях, это нормально, все мы люди, вы все-таки с ним испытываете такие яркие эмоции и прям вот яркий вкус жизни ощущаете. Не могу сказать, что любите там или еще что-то в этом плане, но вот страсть испытываете к нему, это точно. И то, что он является для вас как вот топливом хорошим таким для работы вашего мотора, мотора вашей надежды, вашего вообще движения вперед, вдохновения вашего. Такое у него сейчас впечатление, что вы к нему чувствуете. Как вы вообще к нему относитесь? Ну и теперь у нас остался вопрос для тех, у кого есть соперница, дорогие мои. Если я какой-то вопрос упустила, пожалуйста, не обессудьте. Значит, сделаю в следующий раз, обязательно задам его. Предлагайте новые вопросы. Я с удовольствием почитаю, посмотрю в ваших комментариях, какие вопросы вы предлагаете. И те, которые мне понравятся, я буду включать в этот расклад. Итак, что у него с соперницей? Если соперницы нет, или вы только лишь гипотетически предполагаете, не нужно смотреть этот вопрос. Закрывайте расклад. Итак, что у него с соперницей?
А тут мужчина, здесь вообще идет неудовлетворенность сексуальной сферой. Для большинства здесь так, что у мужчины есть или же проблема с этим, или же мужчина просто охладел к этой женщине, она не получает того количества сексуальной энергии, давайте так это назовем, да, которое она хотела бы получать. Нет того огня, нет той страсти, у кого-то из ваших мужчин с ней вообще ничего нет. Ну, не хочет здесь мужчина. Или не хочет, или не может. Больше вижу, что не хочет, охладел. И женщина не знает вообще, как эту проблему решить. Ей хочется более ярко, ей хочется более интересно, ей хочется более горячо, а ничего не получается. Так что сегодня нам демонстрируют вот такую проблему у них. Это реально проблема. Но она пока не разрешаема. Пока никаким образом эта женщина эту проблему решить не может. Нету пыла, нету жара у мужчины. Охлаждение. Вот такой у нас получился сегодня расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели его до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube, пожалуйста, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго. Пока-пока. До следующего расклада.